Да им похуй вообще. Я как будто на застолье сижу с родственниками. Они такие: о, ты комик, расскажи шутку. Я рассказываю вот эти ёбла все. Это уже второе шоу здесь. Первый раз было без ковра. Так что вы какие-то особенные зрители. Я не знаю, как тут все это работает, но, типа, предыдущим людям, не показывали ковер вообще. Может, типа, не знали, может, могут украсть, я не знаю как. То есть. Но вам доверяют. Поэтому вы круче, чем предыдущие. Вам же приятно? Приятно? Вы круче, чем те старые зрители, которые уже ушли домой. Скажите про них что-нибудь обидное тоже. Не, вообще охуенные были зрители. Они угорали жестко. Я просто думал, в какой момент то ли рассказать, что ковер тоже был на первом моторе. Эй, вы так неправильно поняли. Был, но не такой. Я вспомнил недавно свой первый поцелуй. Предлагаю всем вспомнить свой первый поцелуй. Я думаю, ты предлагаешь всем вспомнить твой первый поцелуй. Вы же все были тогда. Очень странные обстоятельства. Да, первый мотор был, мы, конечно, были. Он у меня произошел в 17 лет. Да. Что да, это поздно, рано, как ты считаешь? А я не знаю. Слушай, судя по вздоху... Похлопайте, если это поздно. Похлопайте, если это рано. Да, я в 17 лет поцеловался, я помню, что девчонка, с которой я поцеловался, она мне такая: о, а ты отлично целуешься. И как бы я такой думаю: а что у тебя до этого было? Что ты такая? Потому что я объективно, я не мог хорошо поцеловаться. То есть она до этого были парни с опытом и навыками хуже, чем никакие. Да. То есть это кто вообще? С опытом и навыками, но без губ. Может быть, знаешь, есть люди, которые на практике все познают, а есть те, кто в теории. И ты, пока не целовался до 17 лет, так сильно представлял себе, как это делается, что научился реально. Типа я к мастеру поехал, знаешь. Типа самородок по засосам. Ой. Типа талант природный у тебя. Например. Мы не выясним, пока кто-то не засосется с Кириллом. А я предлагаю начать. Это такое шоу, знаешь, назвать шоу «Разговоры о важном» под предлогом, типа, говорим о важном, и потом сосаться со всеми. Долбоеб еще скорее это тот, кто безрезультатно что-то делает долго, да? Есть такой? То есть безумец, да, вот это определение безумия. Что ты что делаешь такое? одни и те же вещи, ожидая разные результаты. Да, вот это долбоеб. Как да, бы. да. Да, вы согласны? Это по библейское определение долбоебства. Мне нравится, как ты пальцем, библейское определение. Я уехал из России, но до этого я хотел стать как шаман православным блогером. Это библейское определение. Я вообще не знаю, сколько у шамана 3 песни как будто, потому что есть документалка про шамана на России-24, где Россия-24 едет с шаманом в тур, и весь тур он исполняет только гимн России, не его нахуй песню. Встанем, и это я кавер русский. называется. Кавер на гимн России. Да, и вот встанем, и я русский. И они возвращаются из тура, шаман говорит: пойдемте ко мне на студию, покажу вам кое-что, над чем я работаю. Они приходят, и он на своем ебаном аймаке включает несведенную версию трека «Я русский». То есть из чего я делаю вывод? Что шаман — это межпространственная тварь, которая существует вне времени. То есть он, как бы прокатившись туром с треком «Я русский», все еще работает над ним. Вы видели видео, когда на Красной площади он выступает, когда у него дред вот так встает один? Вы не видели? Это он подключается антенной. Он вообще, это просто, еще шаман, я вам отвечаю, шаман это не человек, потому что он постоянно в речи делает уточнения, которые люди не делают. Он говорит: у меня большая аудитория, люди, и дальше продолжает интервью, как будто все нормально. Кстати, я про шамана узнал после клипа Гудкова «Я узкий». Типа я сначала посмотрел «Я узкий», жестко угорел. А это с чем связаны были аплодисменты? Я думаю, что люди тоже такие: да, мы тоже, типа. Да, я же правильно понял? Да, и типа, и получается, что Гудков виновен в том,
Я что он познакомился. дискредитирует Россию, я согласен. Просто «Шаман» — это вообще угарный контент. То есть я люблю, ну то есть вот я честно говоря, не люблю смотреть людей с болезнями на Ютубе. Ну типа, поняли, Николай Горин, вот эти все, Стас Ай как просто, кто там еще. Я не люблю. Но смотреть человека, который выглядит не как мутант, но при этом он такой тупорылый, я вообще обожаю. «Шаман», Чипинкос, инстасамка. Это 3 всадника моего апокалипсиса. 3 любимых рэпера по мне. Вот. Не, ну инстасамка, у него охуенные треки, и Чипинкос очень... Короче, блин, я посмотрел Чипинкоса в Big Russian Boss, а мне вот настолько, нет, ну, у меня много времени. И там Чипинкос рассказывает, что главный враг России — это Павел Дуров. Он говорит, потому что я нахуй дохуя денег потратил на рейтинг во ВКонтакте, а этот пидорас его убрал. Верни деньги. Люди миллионы рублей потратили. Ты враг России №1. Вот такой он там говорит, типа 5 минут где-то. Используя слова пидормот и гондурас. А что если все вещи, которые происходят с нами сейчас, переезды, эмиграции, я не знаю, продажа вещей на Авито, оформление апостиля, блядь, вот вся вот эта хероборина, она началась с удаления Павлом Дуровым рейтинга ВКонтакте. Что если Россия до этого момента стремилась в светлое будущее, вот. сменяемость власти, честные суды, здоровую экономику, развитые социальные программы, я не знаю, что Как что раз там, это было большие примерно, когда бизнесы. Медведев ушел, да? Вот, да, вот. Так что Чипинкос как бы, блядь, в корень зрит. А почему Медведев ушел? Потому Он что... потерял свой рейтинг. Из-за чего? Я еще про Медведева думал, знаете что? Что типа сильный алкоголь чувствуется в его жизни, нет? Не согласны? Ну, типа, я вот слышал, у меня друг следит за Твиттером, я вообще не в курсе, но он говорит, Медведев часто выкладывает какие-то посты, которые с утра исчезают. Типа ночью он пишет что-то, призывающее к активным действиям какое-то, жесткое, а с утра это удаляет. Как будто так это выглядит. Типа, прикиньте, это же обычное действие алкоголя. Ему каждый раз с утра он такой, блядь, что, у меня же был шанс, рейтинг ВКонтакте и все остальное. Могло быть круто. Потом такой, выпью одну. И потом через 3 такой, да, блядь, вообще тогда всех нахуй, блядь. С мужиками, блядь, уничтожим. И с утра такой, ебать. Опять тяжело, больно голове. И такой, все удаляем. Слушай, так а все сходится. Он же кому пишет? Он к России обращается. Она же бывшая у него. А какую хуйню ты бывший не писал по пьяни, а? Ну, кстати. Да, я постоянно бывший пишу, я их ненавижу, и они хотят уничтожить русскую нацию. Ну да, такое. Не пишу, как будто что-то такого. У меня была любимая шутка про обращение президента к нации. Это когда президент выходит, значит, перед камерой, и нахер его тут уже начинает колбасить, у него нахрен такие ногти вырастают, потому что обращение, типа, ну, в оборотне, обращение. И он такой, бля, вот. И у меня прямое ощущение того, что вот с Медведевым это нахер каждый раз происходит. Такой, блин, ну это странная сыворотка Тебя была. посадят, кстати, тебя тоже, скорее всего. А это я еще свой разгон не Бля, начал. кстати, нахуй, я вообще забыл. Ты, Толя, блядь, вестник апокалипсиса, ёбаный. Ты же был в тех самых разгонах, из-за которых и Драка выгнали из страны. Блядь, меня ничему не учит жизнь. Причем на Толю это не распространяется. Да. Не, про Толю написали, что он юмористический куколд, который сидел и терпел, как хуесосит. Ну, это по фактам написали. Нет, так я вот понял еще, что ты говоришь, меня посадят, я чувствую иногда, что я как бы на концертах могу наговорить, или вот где-то вот на записи шоу могу наговорить. Но я проанализировал, почему. Бля, меня отравили, кажется. У меня друг ухаживал за девочкой, она его отшила, но все равно попросила помочь перевезти ее вещи в Ереван из Москвы. И я сказал ему, я тебя встречу в аэропорту и выкину ее вещи нахуй, потому что в ней есть очень много качеств собаки, кроме верности. Ну и тут он уже угорел, но я такой, и кроме того, что с собакой весело. И тут тоже можно было остановиться, но я такой, и кроме того, что собаку в платье хочется выебать.
Он умирает уже от смеха. Мне вообще смешно. Я такой, кроме того, что если намазать пенис арахисовым маслом, собака не 100% будет его лизать. И я все это время получал удовольствие, потому что, во-первых, мне очень понравилось, ну, то есть мне нравилось, что вот такие гадости, а еще мне нравилось, что там появилась линия, что я типа собак ебу, и как будто очень много, я как будто глубоко копаю, то есть что у меня есть исследование, в 100% случаев собака будет лизать пенис, если помазать его арахисовым маслом. Мне понравилось, что ты Кристину выбрал тем человеком. Ну, я типа налаживаю нетворкинг, там, все такое. Для тех, кто не состоит в миллионах нервозных чатов, значит, переселенцев, рассказываю байку о том, что вся история с запретом на выдачу ВНЖ россиянам началась с визита Путина в Турцию. Вот, что он приехал, поговорил с турецким президентом, я боюсь его называть вслух, вдруг персонал нас выгонит нахрен. Это правда? Это правда то, что Это говорят? предположение. Просто это, еще в марте чаты. выборы, поэтому Это разные теория президенты. заговора. Это сразу. теория заговора. Таким, сразу. как я, важно То есть понимать. вот Путин приехал Я с такой... вами, ребят, я не слушай, бросаю. Это выдумка. твои Все нормально. просто. И, значит, я подумал, я еще вспомнил все эти разгоны Шульман, ну такой комик разъемный вообще, про то, что Путин, когда объявлял войну, он использовал лексику этих, ну, абьюзивных мужей, типа, меня заставили, нас вынудили, она сама во все виновата, да ты на заявление напишешь, тебе ёбну, блядь. Вот все вот эти вот вещи, да, которые говорят. И я реально такой, Путин ведет себя как... Типа, муж, от которого ушла жена. Жена в этом контексте я. То есть я уехала от нее... уехала... Ты жена Путина? Я жена Путина. Я Людмила Путина. Блин, Вот. и какой он. Погоди, блядь. А там Щас, тоже щас, подтяжки. погоди. Я такой, он меня вот пиздил, я уехал к родственникам в другую страну, а он теперь стоит под окном и такой, Ваня, блядь, в дверь стучится, как только алкоголики стучат, так ду-ду-ду-ду, аж петли ходят, короче. Я такой, блядь, Путин реально пиздец. Я такой, я не хочу с тобой разговаривать. Он такой, возвращайся. Я говорю, нет, я не пойду обратно. Нет, я матери позвоню. Это опасно. Я не решил, чей пока. Ну тут уже даже мне страшно. Да, мне кажется, ты в опасности, пока ты допускаешь мысли, что ты уехал, типа, как бывшая От жена Путина, от Путина. Да. Ты олицетворяешь себя с Россией, получается. Ты и есть Россия. Это проблема. Потому что Россия уехала от Путина. Так начинается проблема, потому что он тебе в любой момент может прийти уже с бутылочкой Изабеллы, с гитарой, и он будет уже... Нет, люди не меняются. Он смотрит, такой, я изменюсь, блядь. Он будет, Я такой, мне бы в небо, Ой, ну это уже, да, это, блядь. И ты растаешь. Ну, да. Это опасно, нельзя. Нет, он начнет Я бумбокс тебе сейчас петь, скажу короче. миллениалскую версию, что ты выглядываешь, он под окном стоит с бумбоксом, и там играет Хаски, на что я дрочу. Да, и ты такой... О, хорошая версия. Да, слушай, Да, хорошая версия. видишь? И Я он теперь- может в итоге-то, понимаешь, чем закончится? А я не вернусь Ты назад. если с ним расстался, Я с ним расстался, все. Я в шелтере. Я А в половину домике. имущества А ты я забрал думаю, у что него? мне нужно начать постить эти сторис женщин после разводов. Типа селфи с Эрдоганом. Он такой высокий. Типа, и усы у него. И волосы все на месте. И в это время Путин выкладывает сторис, где написано «Хороший гражданин должен быть кухаркой на кухне и шлюхой в постели». Не, я вам могу рассказать момент, когда я подумал, что живу в симуляции. Я, значит, ой, я тоже потом расскажу. А? Я тоже потом расскажу. Да, я улетаю из России, и вот я уже почти иду к своему самолету, и по громкоговорителю в аэропорту передают: рейс Астрахань-Мумбаи задерживается. И я думаю, это нейросеть два города сгенерировала. Я думаю, рейс Астрахань-Мумбаи задерживается, потому что пилот не поверил, что такой полет сегодня. А я вчера видел здесь в метро двух женщин, которые идеально вписывались в стены. Типа у одной бежевая курточка, а у другой такая красного оттенка, как раз такого же, как краска на стенах. И она бежевая и красная станция. И они идут там вдвоем. И это выглядело, ну, как симуляция точно вообще. Прям на 100%. Что-нибудь еще прикольное рассказать? Да, вы типа, да, давай расскажи. Не надо провоцировать меня. Да не, у меня нет приколов. И я вспомнил, как один мой друг себя повел. Он однажды шел в футболке, увидел, что у девчонки такая же футболка, и он такой, ей точно более стыдно.
И прям рядом с ней вот так вот шагал. Типа, вот он очень круто рядом с ней. Прикольно, у девушек, ну, как будто девушки любят мужскую одежду надевать порой. И в целом, Да. получается, если ты каждый раз будешь психовать из-за этого, то это Не, надо просто на всей одежде вот так I love анал написать огромным буквами, чтобы неповадно было женщинам носить. Тогда мы сможем... Только настоящие мужики такое. Ну, которые будут брать. внутри приколы, типа. То есть мне не стыдно. Если что, могу пояснить за надпись. Вы за шмот спрашиваете? Я говорю, блядь, анал люблю, но не так, как вы подумали, блядь. Сидит по центру Таксима стоишь и соотечественникам объясняешь. Я, блядь, в том смысле, нахуй, что видео люблю с аналом, блядь. Что съезжать там, переобуваться, знаешь, очень... Это интересный концепт одежды вообще. Анал, типа, аналитический склад ума, блядь. Это интересный, кстати, да, концепт магаза, который продает провокационные надписи, за которые тебе надо пояснить потом будет. Ну, такие есть. Вот эти, где Путин самый вежливый человек. Был такой магазин в Шереметьево, и там продавали мерч Путина. И, по-моему, да. Мерч Путина. Да, магазин назывался Путин Тим. Чемодан для кала. Кепки. 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 Вот тут с маленьким Путиным. Да. Реально, С если есть, обычным Путиным натуральный размер. если есть такая... если есть такая кепка, я ее хочу жестко. То есть я вам скажу вот так, я фанат фирмы Obey. И там Андрей Гигант. Я хочу теперь, чтобы у Путина был как Obey, только с его лицом вот в этом квадрате. И убей написано. Ой, это вы можно вот... Не, вообще все респект. Для меня будет честью быть отравленным с тобой, Ванек. А интересно, да, как, ну, этот же мерч явно с согласия произошел. То есть к нему приходит маркетолог и такой, вы недостаточно зарабатываете. Футболки. И он такой, блядь, да. Не, слушай, это реально, это нормальный бизнес. Мы вот когда с Аэропетовым ездили в тур, мы нормально нахасали бабок на футболках. Да? Да, я думаю, Путин это все, он, кстати, не ворует. Дворец это чисто за футболки. Читаете книги? Читаете книги? Это было неправильно. Я так не должен был говорить, О, я сам кстати, не читаю. Я про чтение вспомнил. Я вспомнил, что меня побудило не читать книги в школьной жизни, и что я вынужден был наверстывать позже. Спайс Нет, и мне 34, ты что, какой в школьной спайс? жизни. Ну, так там не было, тогда же не было еще спайса. Были. Были Был только спайсы? Spice Girls. Да Да. как это были? Толян, ты помнишь курительные смеси в цветочных посмотри на него. ларьках? Ничего себе провокационные вопросы. Ну, типа, Когда появились? А школе. сколько тебе лет? 34. Тебе что же? Не было в школе. Не, мне тоже кажется, нет. Чё? Ну, в твоей Нет, не было в вашей школе. Да. Вот, в той, которой Да вы нет, учились. были курительные смеси. Ну, я не курил. Ну ты не курил, но были? И не смешивал. Я не знаю, мне кажется, позже, если честно. У нас появился прикол с одноклассниками. Мы должны были не читать книгу на уроках литературы и пытаться ответить так, чтобы вот заработать себе 4 или 5 какими-то общими фразами про книгу. У вас не было такого? Нет? Вы не угорали так? Мы такие, типа, блин, а я вот вообще не читал и 5 получил, знаешь, типа, о чем книга? И ты такой, ну, главный герой, он питал очень праздные чувства, и ты вот, ты типа... Блин, а я подумал, прикольно, можно же прочитать книгу, и, например, тебе сильно не понравилось. Она такая, о чем книга? Ты такой, да ни о чем, хуйта. Она такая, как тебе этот герой? Ты такой, да, блядь, придурок ебаный. Вот так просто. Все по фактам, Дим. 5, нахуй. Двоечка, нахуй. А у вас какая была самая нелюбимая книга в школе? Самая ненавидимая вами книга? Я буду забивать эфирное время. Ну, «Война и мир». «Война и мир»? «Война и мир», конечно. Ну, это, кстати, неплохая книга. Так, ну да, но не в том возрасте. Ну да. Я просто в больнице лежал и прочитал. Из-за спайсов. Блин, слушай, Толян, я не могу, а есть прям ненавистная книга. Ну, что ты такое? Учебник по географии. Это ненужный предмет. Ну, то есть сейчас, наверное, сейчас он бы был мне нужен. Но у нас были олимпиады.
Меня знаете, что пугает? Что каждый раз, когда вот за предыдущие, сколько там, 15-16 лет с того момента, как я закончил школу, всплывает обсуждение учителей с людьми, которые учились не в моем городе, не в моей школе, как будто есть стереотипы, которые превосходят пространство и время. Типа, трудовик сиделый, блядь. Точно. У кого трудовик сидел? Ну, или выглядит как сидел. Вот, физрук долбоеб, блядь. Вот. Не, ну это ты уже просто материшься. Ладно, согласен, типа... Просто ноль конструктива. Физрук Ладно, давай так. долбоеб, блядь. Водичка, пизда! Да! Так вот, Математичку в рот выебы. Ну, не знаю тогда. Блядь. Ну да, действительно. Что если школы на самом деле копируют и вставляют просто по всей стране, и у всех были одни и те же учителя? Ну, вот, кстати, оглядываясь назад, ты понимаешь, какие странные социопаты тебя воспитывали. Я понимаю, я выхвачу за это в интернете 100%, блядь, но... От учителей. Да, потому что они подписаны и следят. У меня мания, что учителя за мной следят, Ты представляешь? таргетируешь ролик на Потому что его учителей. учителя это реально его бывшие. Учителя. Да, меня растлили. Нет, ну, короче, извините. Все, просто его так и Сейчас на этом схлопнулся. меня растлили, и видео заканчивается. И дальше телефон поддержки, знаешь, для жертв сексуального насилия просто. Я очень сильно тревожусь сейчас. И в Москве я тоже сильно тревожилась, потому что у меня дома осталась в Москве очень большая коллекция кофе. Я тревожилась, что не смогу, не успею все выпить. Поэтому в день пила чашек по 10. Тревожилась еще сильнее. И сейчас как будто у меня вот весь этот кофеин на меня напал, и я сижу, меня прям подтрясывает. Еще... Отложенное действие кофеина, да, у тебя получается? Нет, причем ты не ведешь себя как человек под кофеином. Ты ведешь себя как человек под героином. Потому что под кофеином, ну вот такой. Блин, чуваки, я жестко кофе отпился, я на энергии. Это работает только если у тебя каждая молекула вот так вот двигается настолько быстро, что незаметно глазу. Значит, ты была в панике из-за кофе. У тебя реально огромная коллекция кофе? Да. А как оно представлено? Это что это? Банки или что это? Это зерна из-за моих любимых кофеин в Москве. Зерна из кофеин? Да. И они все как бабочки приколоты на досочку или как? Как ты? Мне интересно, как хранят коллекцию кофе. Я открыт к новому, к веганству, типа, ко всему крутому. К феминизму. Но я не понимаю, как это, компоновано. И что? И что? И ты копишь его, то есть? Ну, уже нет, но я же не повезла его сюда, потому что я приехала сюда, и такая, здесь еще больше кофе. Мне нужно попробовать весь. А, реально? Да. Ты кофе ебашь? Да. Сколько ты сегодня выпила кофе? 4. Вот этих маленьких турки шкафов? Нет, таких нет. Вот таких 4? Ведра, это ведра. Это размер зерна одного. 4 вот таких зерна — это начало коллекции. И потом маленькие такие зернышки. Ты их вот так, Бля, да? такому я бы тоже жалел, пиздец. Если ты покажешь на багаже такое, они такие... И ты, то есть ты понимаешь, что у тебя паника из-за этого, но не перестаешь пить кофе? Да. Ну, знаешь, типа, ты куришь, тебя начинают укачивать, и ты такой, бля, что-то мне херово, надо еще покурить. Так, а ты курил когда-нибудь сигареты? Конечно. Почему укачивать? Ну, кого тошнит, если он 3 или 4 выкурит сразу? Пожалуйста, похлопай. А, сразу? Ну, сразу, конечно, да. То есть, подожди, то есть И ты такой рассказал садится такой, ситуацию, как где ебано-то. ты выкурил 4 сигареты Да, сразу да. и такой, мне хуево, надо еще покурить. Плюс я еще тревожусь от того, что я приехала сюда, и все друзья такие, все, вот сейчас начнется приключение. А я больше не могу. У меня уже нет силы. Они такие, сейчас самое интересное начнется. Ну, господи, а когда самое скучное? А какие друзья? Я не понимаю, о чем речь. Ну, у меня есть... Видишь, у меня с кофе точно так же. Да, я, кстати, если что, правда не понял. То есть ты говоришь, я приехал сюда, и все такие друзья, сейчас начнется приключение. Да, Какие друзья?
И с тобой твое приключение? Да, мое приключение они в этом тут, типа, большом, друзья? да. Они уже тут. Да, они уже тут давно. И я из-за этого тоже тревожусь, начинаю пить кофе. В общем, это порочный кофейник. Так, а как ты пьешь кофе? Ты же забыла его. А новый купила. Да, но здесь его еще больше. Еще больше, точно, я забыл. Так, То есть, подожди, ты оставила кофе, друзья придумали приключения, оно тебя ждет, но ты тревожишься. Так тебе надо тот кофе сюда отправить, доставку сделать. И все, и ты успокоишься. И отправишься навстречу приключениям со старыми добрыми своими. А вот тебе хоть раз Зернышко. друзья говорили, сейчас приключения начнутся, и прям приключения начинались. Было такое? Ты дружишь с Финном и Джейком, типа? Это же крутой, ход. Вы там приключения, да? Это зов. Да, кто кофе попил, тоже не Да- Давайте вопросы какие-то, может быть, есть вопросы. Прикиньте, он в туалет так быстро бежал, промахнулся Ну да. мимо. Туалет же там, сейчас вернется на такой же скорости, туда побежит. А тут еще мероприятие? Ну нет, мы как, нормально еще, можем продолжать? Это даже не началось шоу, типа. Да. Просто пообщались. Вы меня сигнализировали просто, я не понял, там, мы можем, да, нормально все? Это вы предупреждали, что человек пойдет? Нет. Типа, а что, мне... Да, прикольно, что вы говорите «нет» и машете рукой, как будто типа вы хотите, чтобы они услышали «нет», но мы увидели, что на самом деле вот так. И мы не знаем, что делать. Продолжайте во что бы то ни стало. Типа, Очень хорошо. отлично получается, Не, разъем да, и такой. там, короче, вот так они говорят, продолжайте, и там Мария Овсянникова с плакатом «Остановитесь». Есть вопрос, да, есть вопрос, да. Что вы скажете в аду Путину, когда он будет в женском платье? О, Это отсылка на Джея Молчаливого Боба, я так понял, да? на маленького Ники. Когда в жопу ананас засовывали Это Гитлеру. маленький Ники, это На другой. Притчера. Ники Диал-младший это Да. был, да, Ники. Быстрее, ребят, быстрее. А почему, кто задает этот вопрос? А вы понимаете, что вопрос предполагает, во. предполагает, что мы тоже в аду будем, Я да? процитирую То есть голос это- поколения. Сказал, Молодец! Все мы будем в аду. Молодец. Ну и? Я как батя говорит, тоже что-то такое. так вообще... Это- Молодец, я тоже в аду буду. Мне кажется, Кристин, вам в первую очередь слово. да потому что Это она... точно твой отец.